Так, ну что, посмотрим, как идет канал. Новые видео загружены. Где мои просмотры? Нет! Вообще нет просмотров! Этот алгоритм меня душит, он против меня, стопудово. Алгоритм YouTube все делает против меня. Всем привет, дорогие друзья, я Игорь, и это Creator Tools. Давайте поговорим про алгоритм, про то, как выбирает YouTube то или иное видео и начинает его ранжировать. А почему эту тему поговорим? Потому что сколько бы я ни работал, все коллеги всегда начинают думать таким вот образом, что видео выпустили, оно супер классное, и все на этом. И если оно не идет, то, не знаю, заговор любой. Там, вплоть до того, что надо выкладывать в определенную фазу Луны, сделать гадание на картах Таро. Это не шутка, это на самом деле есть такие суеверия. Это не совсем так, если знать о принципах работы алгоритма. Если вы мне дадите возможность немножко вам объяснить, это просто я вам это объясню, и вам после просмотра этого видео станет понятнее, почему видео не заходит, и вы не захотите сдаваться. Вы не будете сдаваться, вы откажетесь и будете продолжать. А вы не будете сдаваться именно потому, что вы, разобравшись, как работает алгоритм, увидите однажды, что ваши видео начинают лучше предлагаться, и долгожданный трафик льется рекой. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Что же такое алгоритм? Во-первых, это всего лишь навсего система рекомендаций. YouTube хочет, чтобы зритель смотрел именно то, что ему подходит лучше всего. И рекомендует. Он не будет рекомендовать одно и то же видео всем подряд и все на этом, да. Все люди разные. У нас 2 миллиарда людей, которые смотрят на YouTube-площадке, и у всех свои интересы. И оно пересекается, ну не то чтобы оно, а YouTube об этом знает. И вторая глобальная цель алгоритма YouTube, как ни удивительно, это увеличить время, проведенное пользователем на платформе. То есть пользователь зашел, смотрит видео и не уходит. Смотрит следующее видео, либо одно большое видео, но максимально долго сидит на платформе. Это цель YouTube. Но она не была изначально самой главной целью YouTube. YouTube постоянно эволюционирует, и, конечно же, это изменится в будущем. А если мы посмотрим на примере истории, когда вот YouTube только вышел и начал рекомендовать что-то, у него была совершенно другая цель. Он смотрел на количество просмотров, он обращал внимание на реакцию зрителя, это означало, как кликает на картинку человеку, либо же на описание. И это спровоцировало в то время огромнейшее количество кликбейта. Да, друзья. И сейчас у нас кликбейт есть в наших видео, на картинках, в названиях, но он не такой дикий, как это было раньше, потому что скорее это было все введение человека в заблуждение. Человек приходил на видео, смотрел и сразу же уходил, потому что он совершенно не получал то, что он ожидал. Поэтому, когда вы составляете кликбейтные ваши названия, оно должно пересекаться с тем, чтобы в видео было то, что он ищет, чтобы он не уходил. Это очень плохой сигнал для YouTube был, и сейчас он тоже учитывается. То есть думайте кликбейт названия грамотно. Посему YouTube где-то в 2012 году подтюнил алгоритм, то есть немножко его видоизменил и добавил основную метрику, это удержание. Удержание происходит, и зритель проводит больше времени, для YouTube это стало сигналом. Видео интересное, человек проводит больше времени, давай я буду больше рекомендовать. И где-то в 2015 году уже опять произошли изменения алгоритма, и он добавил к этому удержанию еще персонализацию. Он учитывает, какое видео хочет посмотреть зритель в данный момент времени. То есть предлагает ему на главную страницу, либо в рекомендованных темы роликов, которые он, возможно, захочет посмотреть. То есть, если он, зритель, не знаю, с утра смотрит, условно, там, любит рецептики коротенькие, то вечером ему хочется посмотреть какие-то клипы более развлекательные, там, или какие-то скетчи и так далее. YouTube будет подбрасывать разные ролики в связке. Он все это запоминает. И нету такого, чтобы он показывал ему постоянно одно и то же. Потому что, вы сами по себе посудите, будете ли вы смотреть только одну какую-то тему или нет. Скорее всего, нет. И вот благодаря своему этому улучшению YouTube начинает анализировать все видео. Интересы у одного зрителя, не знаю, там 10 интересов, возьмем там кулинария, скетчи, интервью опять и там ремонты машин, там, допустим, да, и вот эти 4 интереса у него есть. И он
среди всех зрителей, каналов, которые существуют в данной тематике, потихонечку подбрасывает по интересам к определенному зрителю эти видео. И начинает уже опять учитывать у каждого клики, переходы, удержания, все параметры, про которые мы вам говорим. Естественно, еще и язык учитывается. То если видео на русском языке, то навряд ли оно пойдет на корейском. А если видео практически без слов, но адаптировано и под корейский, и под русский, то, конечно же, оно пойдет в разные регионы. То есть здесь надо еще и этот момент понимать, языковой. Итак, друзья, давайте еще раз повторим основные параметры, по которым YouTube определяет, что ваше видео можно ранжировать лучше и давать больше трафика. Это CTR. Клики на обложку. Вы вашу обложку где-то показали 10 человекам, 5 кликнули, шикардос. Ни одного не кликнуло, плохой сигнал. Время удержания. Ваше видео 10 минут, а смотрят 1 минуту, так себе результат. Ваше видео 10 минут, а смотрит 7 минут. Это отличный результат, и видео будет, естественно, гораздо больше получать дополнительного трафика. Далее, сколько видео посмотрел зритель с вашего канала? Он посмотрел только одно, или он посмотрел 2 видео подряд, или 3. То есть глубина просмотра тоже есть в аналитике. Вы можете посмотреть, сколько в среднем пользователь смотрит видео на вашем канале. Если это показатель только 1 или там 0,5, тоже есть над чем поработать. Как недавно пользователь смотрел видео, то есть он зашел месяц назад к вам и сейчас снова зашел, или же он часто заходит. В аналитике опять-таки есть параметры зрителей, которые вернулись. Они могут быть не подписанными на ваш канал, но YouTube их видит, он их учитывает. То есть зритель, который вернулся. И если ваши видео его цепляют, он не подписался, это положительный сигнал. А также еще учитывается, сколько видео смотрел пользователь этой же темы, но не с вашего канала. То есть тема, ремонт автомобилей, и зритель посмотрел 1 или 2 видео на вашем канале и на каком-то другом. Больше ему не будет показываться. То есть здесь еще ниша сама по себе важна и ее популярность. Сколько определенной темы видео зритель может выдержать вообще. Потому что не будет же он вечер тратить на то, чтобы смотреть там все про те же автомобили или покупку «Жигулей». Может, он 1 раз посмотрит перед самой покупкой раз в жизни или 2 раза в жизни, кто как машины часто покупает, и на этом все. Также алгоритм будет смотреть, что пользователь смотрел в прошлом. Также, что еще искал зритель в прошлом, то есть его search история. Все же YouTube все-таки как поисковая машина выступает, у каждого есть история, она хранится, и алгоритм это тоже учитывает. То есть он высчитывает, насколько это может быть ему интересно зрителю или неинтересно. А также еще демографическая составляющая, где находится пользователь, на каком языке он говорит. И об этом я уже вам ранее упоминал, и очень важно для привлечения трафика иметь локализацию вашего видео, перевод и субтитров, и описаний, и текстов, потому что YouTube это сигнал, что можно показать в новом регионе. И обратите внимание, когда вы добавляете субтитры, что пишет вам YouTube. Вам YouTube не пишет «добавьте субтитры», вам YouTube пишет «расширьте аудиторию». Расширьте аудиторию, добавив субтитры. Зайдите в студию и проверьте, действительно ли это так. То есть YouTube сам подсказывает, каким образом нам расширять аудиторию. А Creator Tools в этом помогает. Исходя из этого, у нас получается, что непосредственно влиять на параметры можно только первые 3 из тех, что я перечислил. То есть на CTR, на время удержания, и на реакции провоцировать зрителей, писать что-нибудь в комментах или шарить. И, конечно же, 4-й момент еще тоже для тех, кто понимает, о чем я говорю, локализация. Это тоже мы можем, в принципе, косвенно контролировать, улучшая, предлагая зрителям нормально переведенный текст. И далее здесь важно понимать целевую аудиторию, с которой вы работаете. Существует множество еще и других инструментов, которые могут показать вам, что зрители смотрят. Но вы в первую очередь подумайте про себя. Вот если вы работаете в какой-то нише, что вам еще интересно рядом? О чем можно еще поговорить? Посмотрите, что другие блогеры делают топовые. И работайте, примерно в том же направлении. То есть топики,
темы для видео подбирайте осознанно. То, что может понравиться зрителям, еще и смежное. То есть не сугубо там определенно одна какая-то тема, может какая-то тема может быть интегрирована. То есть расширяйте ваш контент. И это очень важно, особенно для молодых каналов, которые вот если вы стартуете, у вас маленький канал, я не знаю, с 1000-2000 подписчиков, только тихонечко идет. Вы в основном будете получать трафик из поиска. Ну, это так и есть. В основном будет трафик идти через поиск. А это означает, если вы грамотно сделаете название, описание, SEO-оптимизированное, это означает, что у вас есть ключи, определенные ключи, высокочастотные, низкочастотные и в названии, и в описании, и в тегах. Хотя уже теги не сильно там участвуют, но я все равно рекомендую их писать, и чтобы они пересекались с основными ключами, по которым работает ваше видео. А также субтитры. Субтитры тоже выступают в роли ключей для поиска. То есть больше ключевых слов, больше возможностей, то, что именно ваше видео будет предложено зрителю. Поэтому субтитры, даже если вы их не переводите на вашем основном языке, делаете, старайтесь исправлять, и это может дать больше трафика. И мы, когда говорим про ключи, про поиск, здесь уже просто на 1000000% важно, насколько точно вы описываете видео, насколько конкретизируете свои слова и не используете слова очень широкие и синонимы, чтобы из приготовления вашего пирога, например, не попало в аудиторию любителей мотоциклов. Очень четко подойдите к анализу того, где и с чем вы работаете. И смотрите на ваших конкурентов. Присмотрите, не знаю, десятки конкурентов, посмотрите, какие слова они используют, как они описывают, и старайтесь примерно в таком же ключе работать. Потому что можно нафантазировать много чего, и уйдет видео совершенно не туда. Еще раз поймите, что для YouTube его алгоритм, это способ удовлетворить зрителя. И зная, как работает алгоритм, его главную цель, что увеличить на платформе время нахождения и дать зрителю то, что он хочет, то, что он именно хочет, мы можем, собственно, и получить дополнительный трафик. А если что-то вы не до конца поняли или хотели бы еще уточнить, спросите об этом в комментариях, мы обязательно с радостью вам обо всем этом ответим и покажем. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Удачи вам в ваших каналах. Пользуйтесь нашим сервисом Creator Tools. До встречи в новых видео. Пока, друзья.